Я просто уже задолбалась. Маршрут говно. Меня бесит сейчас все. Я думаю, нахер это вообще? Вот реально, нахера? Добро пожаловать в парк аттракционов. Смотрите, первый раз увидела, что там доказать. О, смотрите, еще. Глядите-ка. Тут прям начинается, походу, серьезная тропа-то. Так, ну что, ребятки, я дошла до печати. Посмотрите, как это выглядит. О, это так мило! Там так много всего. Открытка пожелания. Сувениры предоставлены в подарок путникам паломнической тропы «Дорога в Лавру». От Ларисы, путнику по дороге в Лавру. Пусть погода будет хорошая, а путь быстрым. Желаем много радостных моментов в дороге. Ой, и прямо от руки нарисовано. Ой, это вообще так... Там столько всего наложено. Тут прямо вот какой-то скетчбук даже есть. О мой бог! Это тут всем написать можно. Только самые смелые смогут почувствовать этот божественный вкус. Сегодня, конечно, дорога вообще... Очень грязный участок. Всем хороших дорог. Спасибо за волшебство при открытии ящика. Мы уставшие, но это того стоит. Здесь есть чупик с сиреневой палкой. Блин, можно я возьму чупик? Я бы очень сейчас его хотела. Сейчас я поставлю печать. Покажу вам, как это выглядит. Я, по-моему, кстати, вам еще даже не показывала. Ой, она у меня уже немножечко подюзалась. Подорожная грамота, дорога в Лавру, вы открываете. Здесь, конечно, есть карта, но я со стрелочкой-то плохо ориентируюсь. Здесь мне вообще ни к селу, ни к городу. А здесь вот все окошечки под печать. Вот сколько я уже собрала. Сейчас мы ставим еще одну. Вот так она выглядит. Боже, по-моему, я смазала. А нет, все супер. Вот, у меня еще плюс одна печать. Да, вы можете закрывать. И вбиваем код. Ребята, не удержалась. Я открыла открыточку. Вот это так мило. Марина, спасибо вам большое за вообще ваш вклад. Вы даже не представляете, как... Это не просто подбодрить. Это открыть второе дыхание на пути. Тем более после такого участка, который был сегодня пройден. Идти осталось час до Костишки. Ребята, с которыми мы встретились, они идут до Муранова следующее. А я сворачиваю с тропы, чтобы сегодня спать в комфорте. Боже, я так обожаю вообще эту жизнь. Супер, спасибо. Спасибо. Ну, еще и озеро успели. Вы рано выходите, да, наверное? Ну, я в 7 вышел где-то. А я в 10. 10 хорошо. Я еще часик там вот у Царского озера посидел, дошел до него. Вы не доходили? Нет. Свернули где-то там, да? Я уже такая злая была после этого леса. Я еле его прошла. А вы как завтра? Куда собираетесь? Ой, я это смотрю вот прям с утра по настроению. Ну, я думаю, что до Хотькова, наверное. Ясно, хорошо. А вы первый раз идете? Да, первый. А сколько дней у вас заложено? Всего на маршрут? Ну, завтра вернусь в Москву, а после, наверное, дня еще на 3, наверное, на следующий месяц. Вы частично? Продолжу. Да. Ну, у вас, получается, в 2 этапа, да, у вас будет? Скорее всего. Ну, первый этап еще раньше был. Вот так вот, да? Интересно. Да, от центрального. А вы целый маршрут? Да, я разом решила. Мне грустно назад возвращаться. Ну, здорово, тоже хорошо. Доброго вечера вам. Спасибо. Ой, ребят, я вам тут хотела такое рассказать. Не бывался. Я подхожу просто заселяться, мне на ресепшене говорят: ё-моё, откуда вы все идете? Я говорю: кто все? Я одна. И говорят: нет, это вам кажется, что вы одна. На самом деле вы не одна идете. И это, прикиньте, ой, это как тут. Это оказался молодой человек, который вчера мне в альберге встретил, с которым я сказала, что я не буду спать. Я зашла, вот так вот, типа, спасибо, и ушла. И сейчас он спускается и говорит: ну что, где вы ночевали?
Я говорю, я квартиру снимала, простите меня, пожалуйста. Я не хотела с вами спать. Короче, это вообще, конечно, юмореска. Ну, вы слышали, да, я вставлю разговор, что там частями идет. Я сейчас как-то открою свой number, заселюсь. Короче, из приколов подхожу к ресепшену-то. Там паспорт, все такое. И тут нечего вам показывать. Это вот одиночный номер, кровать, телевизор, вот это вот все. И, короче, я даю такая паспорт. Мне говорят, вот вы были когда-нибудь у нас в гостинице? Я говорю, конечно же нет. И девушка такая что-то открывает и говорит, базу, я Алексеевна, у нас есть, вы нас, говорит, останавливались. Я говорю, милая прекрасная дама, я у вас точно не останавливалась. Я Софрина или Софрино, даже не знаю, как правильно говорить. А она говорит, идите сюда, подходит. Вот я снимаю вот такое вот видео. Это, вот вы есть. Да, и мой новый паспорт. Это ж вы? Да, это я. Ну вот, я вас забила, вы у нас есть. А историю посмотреть, где я была? Нет? И она говорит, вы есть в базе. Я говорю, я в жизни не была у вас. Она говорит, мы сеть, может быть, вы были, типа, у нас в какой-нибудь другой. Я говорю, а где вы еще есть? Она говорит, это у нас много, где, типа, на Дальнем Востоке. Словом того, что я там никогда не была. Короче, вообще такой, типа... Я подумала, может, меня Бог уже просто занес, чтобы я быстрее заселилась. Потому что заселение, типа, прошло 1 минута. Она просто как будто все у нас, типа, есть. Вот, ключ вам, идите. У вас уже все готово. Я такая, приколдесно. О, ребята, ложусь спать. У меня, походу, лицо или обветрилось, или что-то случилось. Но я смотрю, что у меня, в принципе, как бы с кожей. Добрый вечер. У меня от чего-то усилился синяк. Я не могу понять, что, откуда у меня синяк на руке. Вчера он был меньше, сегодня уже больше. Короче, состояние такое, состояние. Я сейчас просто посидела в картах, посмотрела на завтра. Я сегодня прошла 25 километров. И завтра плюс-минус столько же надо пройти. Я просто искала дорогу по асфальту, а ее нет. И я понимаю, что мне придется идти по треку. И это такое говно. Блин, ребят, я проснулась и подумала о завтраке. Ну, о том, что у меня как бы нет еды, о том, что я уже ни вчера, ни позавчера толком не ела. И решила сходить до ближайшего магазина. Пока что все закрыто. И извините меня. Мой улов на сегодня — хлеб. Я его уже погрызла, пока шла, потому что он теплый. Ну и финики в дорогу. Все. Мне вообще все отвратительно в магазине. Там эти салаты, которые уже от прошлого месяца стоят с подливой. Меня прям от них чуть не вывернуло. Поэтому я сейчас с удовольствием поела хлеба. И буду, наверное, этот вопрос как-то уже решать в дороге. А может, не буду. Может, сегодня мы практикуем малоедение, я не знаю. Я выдвинулась от гостиницы и перед завтраком сходить до магазина. Я еще поняла, что я не смогу идти, не собрав себя заново по частям. Боже, храни слинги в движениях, храни вообще в себе механику, потому что сейчас я надела рюкзак, я какой-то, я первый день просто. У меня снова обнулился заряд, вернее, восстановился. И, кстати, Крокс, все, тапочки свои отслужили, как говорится, спасибо. Я сегодня решила надеть кроссовки, не знаю, чем это закончится, потому что вчера, у меня из-за того, что я шла 5 часов в абсолютно сырых носках, у меня есть последствия на стопах. Я, конечно, сейчас все затейпировала, и, сейчас мне комфортно идет, достаточно, все в порядке. Но чтобы перестраховаться, я решила сегодня все-таки сменить обувь. Посмотрим, чем это закончится. Я буду максимально входить в все леса. Не знаю, получится ли. Сегодня очень много точек на маршруте. Пройти нужно 25 километров до дома паломника при монастыре Приженском. Я выдвинулась. Заряд, как вы видите, бодрый. Я уже, как вы видите, заблудилась, заплуталась. Добро пожаловать в 4-й день, предпоследний. По ощущениям, я иду уже, не знаю, месяц, потому что за день переживается огромный спектр эмоций. Я помню, как я в первый день на видео сказала: я не удивлюсь, если будет 20 градусов. Я в полном принятии. Все точно будет супер. Я реально не удивлюсь, если еще будет 20 градусов жары. Я успеваю удивляться только материализации своих мыслей, этой скорости вообще исполнения желаний. Потому что я сейчас иду и такой думаю, что жарко. Надо бы куртку снять.
открываю прогноз, ну, посмотреть, как бы вдруг там сейчас дождь будет, зачем мне лишний раз садиться. Знаете, сколько градусов? 20. 20 градусов жары. Типа, позавчера я шла в минусовую температуру. У меня было обморожение рук. Я представляю, что если бы я готовилась к походу и узнала, что будет во время 5 дней моей ходьбы все времена года, то я бы брала что-то на зиму, что-то там на весну, что-то на лето. А сейчас я понимаю, что как бы я взяла что-то, и я это подстраиваю и под зиму, надев все слои. И сейчас будем как-то вот на лето перестраиваться. Давайте-ка сразу же решим вопрос. О боже. Да, очень жарко. Короче, я вспомнила, я же вчера вам не снимала, как я шла до гостиницы, потому что у меня сел телефон. И я сейчас вспомнила, что я проходила церковь новомучеников и исповедников России, что-то так как-то звучало, которая выглядела как чисто коттедж какой-то. Короче, мне стало супер это интересно, что это вообще значит. И я думаю, что мне придется об этом гуглить. А если вдруг вы смотрите и знаете про это, напишите плюсик. Потому что я вообще первый раз такое увидела. И мне интересно, чем там занимаются и кто. Но это мне было вчера интересно. Сегодня мне интересно, как я дойду в такую погоду во Флиске. Короче, я выбрала сегодня вот такую дорогу. СНТ. Ну, по окраине СНТ. Иду не тужу, иду до Муранова. Кстати, вообще прикольное такое название. Типа, я думала, что это только рядом с Венецией есть город, где мурановское стекло. А оказалось, типа... Короче, у меня вообще дни открытий. И там усадьба Тютчева. И вот я иду туда сейчас поставить печать. Возможно, там можно было бы погулять, но у меня времечко ограничено, потому что в дом паломника там тоже до определенного времени только может заселяться, так как это при монастыре. Там определенные часы входа есть. Смотрите, какие виды прохожу. Нет, ну вот это меня, конечно, вообще впечатляет. Ромашки цветут, лето и вот как бы снег. Ну, не ромашки, а мачмачки, я думаю, вы поняли. Вот такая вот Россия. Кто там смотрит не из России? Посмотрите, посмотрите. Порадуйтесь за страну. Это удивительно вообще, как я общаюсь со Вселенной. Я просто иду. Сейчас тут такая благодать, тишина, это самое время немножечко уйти в себя. И вспоминаю вчерашний вопрос, да, зачем мне это нужно, для чего я это делаю. Просто вчера вот у меня было такое злое уже настроение, можно сказать, упадок сил. Я действительно не понимала. И сегодня я вышла, чтобы вы понимали, я сейчас иду вот так вот прыгаю с рюкзаком. У меня прям вообще... Оу, ну, только не лес, только не лес, только не лес, только не лес, только не лес. Я, походу, самостоятельно иду на пытку. Короче, думаю, и тут вот эта вывеска «Дорога в Лавру. Импульс». Я считаю, что я что-то делаю только тогда, когда я не могу этого не делать. Это то понимание... восприятие бытия, когда ты свои действия пропускаешь не через ум, а через, как бы так сказать, не насильно отлетевшим, чтобы сейчас сразу же все не отписались. Короче, когда твое высшее «я» может управлять тобой, не давая возможности твоему уму отвечать на вопрос «зачем?». То есть, когда ты чувствуешь импульс, ты совершаешь действие. И в этом и проявляется смысл вообще жизни. О мой бог, я не хочу эту дорогу. Может быть, еще не поздно вернуться на асфальт. Вот. Давайте просто жить по импульсу. И если вам кажется, что вы хотите пробежать марафон, не нужно думать о том, что, блин, у меня нет кроссовок, мне нужно тренироваться, мне нужен тренер, мне нужен манеж, мне нужно там желание, у меня пятидневка, and so on, and so on. Просто если вы хотите, вы берете и делаете. Если вам кажется, что в вашей жизни вам просто нужно совершить какое-то действие, там, не знаю, написать трек, станцевать танец на площади, вот просто вы идете и вам приходит эта мысль, нужно ее сразу же делать. А когда включится ум
И вот этот вопрос, зачем мне это нужно, не зачем. Ты не знаешь ответ на этот вопрос. И ты, возможно, его никогда не узнаешь. А возможно, через какое-то время ты поймешь, зачем тебе это было нужно. И вот эта теория точек, как Стив Джобс, да, писал, что только в будущем из точек В, Г, Д он может вернуться в А и понять, зачем она ему была. А в точке А ты слеп и глух, и ты не понимаешь, для чего это тебе нужно. Вот. Такой вот спич получился. Я пошла в навигатор. Ну что, ребятки, другой дороги все-таки нет. Она есть, но она дольше на 3 часа. А это прям, сильно многовато. Я достала еще одну пару бахил. Ну, конечно, это все будет бессмысленно все. Но вдруг чем-то как-то поможет. Сейчас еще включала интернет и пришло сообщение из чата. Короче, есть группа лавроходцев, и там пишут люди, которые сейчас идут в путь. И это так смешно читать, что сейчас нет дороги в Лавру. Ты идешь без дороги, ты просто идешь в Лавру. Все переносят свои туры, там вот эти вот организационные какие-то вещи, потому что понимают, что это будет сложно. И пишут, а если вам все-таки посчастливилось пройти этот путь в это время, то вы герой. Так что вот я героически вступаю на новый маршрут в новых бахилах. По такой дороге мне сейчас идти нужно будет 1,5-2 часа. Желаю мне удачи. Ох, ёпт. Да, вашу удачу себе оставьте. Удачи желайте неудачникам. А мне, пожалуйста, успехов. Так, ребята, я открыла карту. Оказалось, что я ушла в жопу мира, там по лесу, но правда не пройти. Я увидела вот так вот наваленные деревья. Вот, пожалуйста, мой ценный груз. Короче, я открыла навигатор. Оказалось, что я вот там вот шла. Нужно было сюда повернуть и пройти прямо через поселок. А все-таки импульс-то важен. Важно пройти сквозь него. Помыла уже обратно кроссовки снегом. Спасибо импульсу. Мы сворачиваем в ад. Хочу сказать, что вот я иду и восхищаюсь людьми, которые уходят жить в лес. Вот я общалась с некоторыми личностями, которые... Прилив случился. Которые практикуют жизнь в лесу длительное количество времени. То есть вот не 2 недели, да, там прийти с палаточкой, а вот, прям пожить. Потому что, мне кажется, это нужно выдерживать такую силу внутри, потому что мне не то чтобы страшно, а я думаю о том, что здесь происходит, когда меня нет. Что вообще вот с этой землей, что видели эти деревья. Так, это какой-то знак, это трусы? Хоть бы это были трусы. Часть штанов. Короче, вот прикиньте, деревья тут сколько, 100 миллиардов лет, да? Ну, до этих деревьев еще там что-то было, еще что-то было. И вот так раскопать, что вообще вот под этой подошвой лежит сейчас. Я очень сильно, если честно, боюсь наступить на что-либо. Не то. Не могу здесь озвучивать всех своих мыслей, потому что, наверное, это не совсем здоровая история. Вот про это я говорю. Вот про такие вот устрашающие звуки. Ах, хуже стало. О мой бог. Хорошо. Передохнули. Можно в путь. Ой-ой-ой. Поместились. Почти что. Ребят, я выбралась из рук леса и попала в поле. А поле это просто сырое болото. Толь. О боже! Это я встала. Ну фак. Я причем еще вышла из леса и думаю, такое говно прошла, и ноги сухие. Типа, выходим из жопы мира на асфальт, и нас встречает вот такая вот
благодать. Посмотрите, какое озеро. Тут люди рыбачат. Мы сейчас, я так понимаю, пойдем вот в тот дом. Идем смотреть Муранова. Вот, ребята, красивый розовый дом. Хотела начать с родника. Тут есть родник Серебряный водок Сергия Радонежского. Вау, посмотрите, что за вайб. Вау. Ну, короче, я пришла этот родник, и походу я уже возвращаться к нему не хочу. Ой, тут еще какая-то выставка замечательная. Здравствуйте. Ох. Здравствуйте. Я бы хотела поставить бы печать. Значит, вот тут Да. выше? Спасибо вам большое. А тут это только по билетам, да, вход? Так точно. Ага, спасибо большое. Фух, не пойдем, ребята, мы на территорию. Сразу же идем дальше. Нет, ну тут мужчина на синего, извините, он меня с ума сводит. Как бы, девочки, вы тоже меня пойдете. Тут такие люди хорошие. Мне вообще кажется, что везде люди очень хорошие сейчас. Я вообще где-то недавно, кстати, еще прочитала, услышала, увидела, не помню, короче, у меня в мозгу, может, мне источник послал, мысль о том, что сейчас специально в мире так много говна происходит, чтобы как можно больше людей уже пришли к Богу. И то, что матрица специально сейчас вот это вот все воротит, потому что заметьте, как много сейчас вокруг вас стали говорить о Боге, о вере, о духовности людей, что как бы даже 2 года назад, даже 3, это вообще такого не было. Я по себе смотрю, ну, то есть я в духовности нахожусь, мне кажется, лет с 10, но я никогда вообще не озвучивала эту сторону своей личности, не раскрывала, так скажем, этот плод, потому что мне это всегда казалось неуместным. Мне казалось, что у каждого свой выбор именно в этом вопросе. А сейчас смотрю, что чем больше я об этом говорю, тем как будто лучше мне становится. И окружающим. И по окружению я тоже смотрю, что много стало подниматься таких тем. Так, вот нам нужно храм часовни, святой источник, Казанская икона Божьей Матери, деревня Муранова. Короче, вот такое ответвление. Что вы думаете, заметили ли вы тренд на духовность? Смотрите, как красиво. Слава какая-то. Блин, тут прям такой какой-то вайб приятный. Я даже вылила всю воду, налила здесь свежий с источника. Ненавижу садиться после длительной нагрузки. Такое ощущение, знаете, противное. Я еще, кстати, поняла, почему у меня вот тут вот синяки. Потому что я когда иду, я вот так вот держу рюкзак, чтобы он на плечи не давил. И он меня вот с такой силой давит на предплечье. У меня из-за этого синяки тут появляются. Муранова какая-то золотая жила, походу, опять святой источник. Но я сворачиваю, потому что я увидела синюю стрелку, которая мне говорит: все, ноги высохли, сворачиваем с бетонки. Ох, ребята, прошла я по лесу, везде была вот такая вот узенькая прям дорожка. Красивый вообще маршрут. Сопровождали, конечно же, сиреневые цветы. Но местами есть пару луж, которых... О, ура, все, дорога. Наверное, можно было тут пройти уж. Но я что-то поняла, что когда вот сырые ноги, то уже все, мне вообще насрать. Я уже ни луж не обхожу, ничего. Не могу вот в жизни эту тактику отследить. Все равно же, как идешь, так живешь, да? Я это осознаю, понимаю, размышляю. Просто я не понимаю, где вот я в жизни. Сначала ты идешь такой, осторожничаешь. Я реально, типа, там, ну, можно перепрыгнуть, а можно обойти, там, не знаю, 200 метров. И я обхожу в начале пути, потому что такая, типа, мы сохранимся. А потом вот одна лужа, и все, мне уже насрать. Я уже ничего не обхожу, просто напролом. Короче, пока что я вот размышляю на эту тему, потому что сейчас по навигатору
был обход. О, господи. Был обход по асфальту. Вот там плюс 2 километра. Я такая, а смысл? Раз уж, ну, типа, сгорел сарай, гори и хат, как говорится. И снова вышла в лес, перешла дорогу. Иду вот по указателям, любимым синим стрелкам. В общем, сейчас я двигаюсь к церкви Никиты, святого великомученика. Первый раз в жизни надеюсь побывать в Аскиту. Никогда не была. Очень хочется посмотреть, что это такое. Сейчас такой интересный участок, что нет тропы, а просто как бы лес с поваленными деревьями и указатели. Я иду, вот внимательно ищу указатели. И тут у одного находится что-то очень интересное. 120 километров. Тут прям шкаф. Боже, это опять радость. Моя радость, Господи. Это так мило. Мой первый опыт. Путь есть только он. Люблю Алену. Идти сложно, но прикольно. Я уже устала идти. Оставили для вас орешки. Спасибо большое, орешки. За орешки. Ой, это вот прям вот заметки люди пишут. Представляете? Пилигрим Бук, это мило. О, тут даже смотрите, что есть. Прикиньте. Короче, я беру себе батончик. Клубничный мохито, это мое. Все, кто знает, это клубничный мохито был приготовлен for me. Спасибо большое. Если кто-то вдруг смотрит, то оставил. Благодарю. Закрываем Пилигрим Бук и идем дальше. Идти осталось буквально 500 метров. Но, как в погоде говорят, ощущается вообще по-иному, если что. Дорога в Лавру. 3 мая 2026 года. И, кажется, дошла до точки. Здесь какой-то костер. Дым. Разговаривают люди. И опять люто поднимается злость. Я говорю себе завтра, да хоть 20 будет плюсом в обход. Мы все равно пойдем по асфальту. А вот я всегда говорила, что да, уйти в лес. Сейчас я там побываю в лесном скиту. Нахер. Что происходит? Сюда ни машины, ни люди, ни кони не ходят. Одна я прусь. Здравствуйте. Добрый день. Да. Паломничество? Да. Я такая же реакция. Я не думал, что здесь столько паломников ходит. Просто сейчас выдохли и Джан вернут. Дорога просто не самая прекрасная. Да, спасибо вам большое. У меня есть. Вот одна сестра приходила, мы сюда уже успели как бы, и познакомиться. Как бы вот так получилось. У меня паломников целая группа пришла, пришел один такой человек, который прокладывал эту дорогу. Александр Советов. Да. У него потому что там 4 женщины, и 2 или 3 мужчин. И ребенок. Да, по-моему. Я вчера их видела на маршруте. А вы сами не ходили этот путь? Последний раз на Троицкой Сергиевой Лавре был году, наверное, 2002. И как вам? Я туда просто приезжал. Не как паломник, а просто приезжал. То есть пешком вы не ходили? Нет, вот, сухие переберите, пожалуйста. Очень вас прошу. От меня, это же совершенно здесь. Что такое есть? Я обязательно возьму, чтобы вспоминать ваш добрый слова. Они мне пригодятся. Ну вот от Твери, если брать озеро Селигер, я его очень любил в свое время посещать. Да. Ага.
Она вас сопровождает. Пока я здесь, она останется. Наверное, лучше вот так. Вот так и вот так. Сможете? Конечно, конечно. Вы во мне не сомневайтесь. Хорошо. Ой, ребята. Выхожу я из леса. Иду по мосту в смененной обуви, но уже в сырой. Потому что прекрасный Александр сказал: пойдемте, я вас провожу до дороги, я вам вообще покажу сухую дорогу. Переодевайте. Спасибо большое ему, он подарил мне носки, полотенце. Я реально типа все там сменила. Иду вот теперь с грузом. Ну, дойдя до первой лужи. Я не знаю, что ему пришло в голову. Он решил зачем-то взять меня на руки. Но у меня портфель, мне кажется, весит тяжелее, чем я. И сколько бы я ни сопротивлялась, мне некомфортно в такие моменты. И вообще... не буду это озвучивать. Ну, короче, вот такой вот опыт пережит. Новая печать поставлена. Ёб вашу мать. У меня нет других слов. Это вот я говорю, причинять людям добро. Зачем нужно меня отправлять на дорогу, если нет уверенности, что это дорога та, которая мне нужна? С этого асфальта нет отворота на Лавру. Я зашла, вот сейчас ворота закрылись, на какую-то частную территорию. Выезжала машина, я просто проскочила охранника, не нашла, чтобы спросить. Я не знаю, как я сейчас выйду из него прямо. Не дай бог, мне сейчас придется разворачиваться и возвращаться в этот скит, чтобы вернуться на трек. Потому что сейчас, конечно, мне классно, комфортно идти по асфальту. Вот играет мой внутренний ребенок. Но я очень надеюсь, что я сейчас найду какой-то отворот. Потому что меня и трек в данный момент отделяет водоем. Переплыть я его, соответственно, не могу. А будет ли мост? У меня вопросы. Вот такая вот история. Ну, в принципе, я вообще как бы не перекладываю ответственность. Это моя вина. Я всегда могла сказать нет. Но зачем ты попёрлась? Потому что доверяю по умолчанию. Я смело сворачиваю с дороги в надежде вернуться на трек. Но у меня злости теперь прибавилось в несколько раз больше, да, как вы понимаете. Ура, товарищи, ура! Я перехожу вот водоем. Слава богу, была переправа. Вот это, я так понимаю, святой источник какой-то. Я на нем не останавливаюсь, потому что времени почти 5 часов. Мне еще 3 точки и порядка 15 километров. Ребята, если что-то не получится, меня пригласили сюда потрудиться и пожить. Не смогла в храм зайти, он закрыт. В церковной лавке поставила печать и пошла дальше. Короче, я снова свернула с тропы в жопу реально. Встретила сейчас тоже идущих девушек. Он говорит: девушка, вы заблудились. Если вы в Лавру, вам туда. Я говорю: нет, я не заблудилась. Я целенаправленно ухожу просто с этой тропы. У меня сегодня такой день. Не знаю, там, как по хронометражу получится. Очень такой сложный. Ну, как бы, все равно я каждый день как-то знаменую, какую-то тему там размусоливаю. И сегодня вот я прям про мужчин, про любовь, про партнерство. У меня прям и вот то, что мне Александр подсветил. И сегодня на пути я встречаю так много девушек. И типа все идут там по одной. Кто-то там с подружками, ну, частично почему-то, да. Короче, я понимаю, что мужики зарабатывают деньги. Я все это прекрасно осознаю. И им вот не до вот этих вот развлечений, так сказать. Короче, я сегодня иду и просто прошу у Вселенной, чтобы вот у всех девчонок на моем пути, которые встречаются, было место для вдохновения, чтобы им было куда в жизни вкладывать свою любовь, чтобы было проявляться где. Потому что мне кажется, что очень важно по жизни, чтобы
был момент, когда ты условно там идешь в кроксах в какую-то жопу мира, чтобы тебе предложили привезти резиновые сапоги. Ты можешь всегда от этого отказаться, всегда там от этого выбор. Но мне кажется, вот знать и чувствовать, и понимать. Короче, вот этот мужской тыл, мне кажется, никогда ничем никто не заменит вообще. Да, мы сейчас наблюдаем вот эту женскую революцию во всех соцсетях. Это супер классно, круто. Не будем затрагивать тему... Так, ладно, все, очень глубоко уходим. Просто, если вдруг кто-то смотрит это видео из тех, кто сегодня на пути попался, очень много, мне причем я заходила, когда в Артемово в церковь, мне говорят, да господи, откуда вас столько? Девочки, вы куда? Типа 12 человек сегодня, как будто бы на тропе, с условием того, что по последним данным вообще за всю историю этой тропы даже 5000 человек ее не прошли, насколько я понимаю. Но это мы учитываем, что как бы люди частично проходят. Очень большой процент, просто как бы один день проходит, потом на месяц уезжает, потом приходят вот с этой точки начинают. Вот такая вот история. И, короче, почему-то встречается очень много не сегодня одиночных путников. Вот. Для меня, я знаю, что это подсвечивает. Просто с вами делюсь мыслями, чтобы вы, наверное, не боялись. И из-за того, что я очень много и часто путешествую одна, мне очень часто прилетают вопросы, типа, как? И у меня реально, типа, на вопрос, как путешествовать одной, ответ уберите частицу «как». Просто путешествовать одной. Мне кажется, что пока тебе скучно самой собой, тебе скучно будет с любым человеком. А когда тебе комфортно наедине с собой, то в этот момент тебе будет комфортно вообще с любым человеком. Мне так кажется. Вот. Такой вот еще спич. Такую вот еще темку подсветили. Хорошо нравится идти по деревне. Вообще супер. В лес, в жопу. В общем, поставила печать еще одну. Кофе с пирогами. Кофейня. Арт-салон. Что-то все такое арт. Арт-салон. Вон. Арт-тропа. Карта. Так, сейчас я найду, где я. Я где-то вот тут. Да, вот, наверное, вот эта выставка, да? А иду я в Ходьковский монастырь. Это под цифрой... Вот, я буду ночевать тут, получается. Где один? Молиться вот тут. Мне, то есть нормальная дорога, чтобы дойти. Я на секунду подумала, что с ума сошла. Тут, походу, на остаток дня еще и небольшая тренировочка наметилась. Да здравствует Ходьково! Тут такое движение, я не знаю, как будто я дошла до какого-то Кремля. Я на самом деле так много чего в жизни не делала, оказывается. Типа никогда не ночевала в монастыре. 8 часов пути сегодня, чтобы увидеть вот это. Так, вот дом паломника. Ура! Добрый вечер. Как мне куда попасть-то? Это, конечно, очень весело, но я реально не понимаю, где мне заходить. Так, я позвонила по номеру, мне объяснили проход. Сказали, увидите калитку, написано «Проход закрыт, откройте ее». Как мне ее открыть, интересно знать. А как я ее открою-то? Вот здесь вот, видишь, пимпочка такая. Я ее не увидела, да. Вот открыла. Ура! Пошла. Спасибо вам большое, вы меня очень спасли. Здравствуйте. А я вам сейчас звонила? Нет. А это гостиница? Да. А я на заселение. Сейчас подождите. А у вас по карте можно будет оплатить? Нет,
Перевод. Тоже нет? Только наличка? А тут в округе где-то язык? Церковную лавку. А время сколько сейчас? Она уже закрытая там была. 7. 7. Завтра утром платить. Ага. Если что, я могу сбегать до банкомата куда-нибудь, может быть, есть в городе? Далековато. Ребята, я как в лакшери отеле. Я вообще просто в шоке. Тут ни пылинки, ни ворсинки. Тазик для стирки, порошок, вода стоит. Тапочки. Господи, короче, пошла помедитирую спать, чтобы завтра пораньше встать. Сейчас еще в картах посижу. Завтра вам все расскажу. Короче, вот. Сегодня мой первый в жизни монастыринг. Мне нравится. Доброе утро, ребята. Я оделась, потому что хочу выйти прогуляться по территории. Пока что не собираю вещи. Но я достала носки от Александра. Я хочу сегодня их надеть. Потому что вчерашние носки я выкинула. У меня, конечно, еще очень много носков. Но я решила, что крайний день я должна закончить вот в этом. И самое интересное это то, что я сейчас посмотрела ноги, и у меня нет ни одной мозоли. Я не знаю, как вообще случилось, что они вчера то ли все заросли обратно, то ли у меня какая-то опора появилась. Ну, типа там по психосоматике мозоли это про опору. Вот. Кстати, вы знаете, что вот это вот связанные носки, есть одна нитка всегда, за которую ты потянешь, и они якобы открываются. Но я никогда не знаю, что за нитка. Вот такое вот у нас приобретение. Пожалуйста, вот такие вот у нас идеальные ноги чистые. Сегодня проснулась в 3 ночи. Типа такое, все, я выспалась спустя 6 часов. Но потом заставила себя еще поспать. И мне, короче, снится Александр Советов, который говорит: не спеши, ты уже успела, ты уже успела. И, короче, я сегодня решила не спешить, потому что мне сам отец сия Лавры, дороги в Лавру, сказал, что все под контролем. Let's go в крайний 5-й день. У меня есть такое ощущение, что чем чище тебя встречают, тем чище тебе хочется оставить кровать. Я прям сняла постельное белье, вообще все сделала максимально. Тоже можно, наверное, сюда положить. Чтобы люди не напрягались, потому что то, как меня встретили здесь, мне кажется, ну, в этой поездке точно так нигде не встречали, что к тебе по имени обращались, чтобы тебя первым делом не на регистрацию, а в трапезную повели. Понятно, что человек всегда может отказаться, но сам факт вот этот, что потом оформитесь, не переживайте, снимайте рюкзак, возьмите чистые тапки, типа идите в душ. И, ну вот, мне кажется, это очень ценно. Я сейчас открыл навигатор, чтобы вообще сориентироваться. Здесь огромная территория, и оказывается, тут так много всего. Типа вот это вот рукодельный корпус, здесь где-то дом настоятельницы, там есть конюшня, вот эти вот теплицы. Времени 9 утра, здесь уже как бы все при делах, все работают. Какой-то из этих корпусов экономический. В общем, на карте очень много каких-то наименований, которых, мне казалось, при монастырях не бывает. А тут прям супер. Ну и сам факт, что это женский монастырь. Я очень много бывала в мужских, а в женском как будто бы вообще абсолютно по-иному все. Вчера мне было не до печати, сейчас я подошла, посмотрите, тут даже фиолетовая печать, какая красивая. Мне здесь очень понравилось, прям. Храм, правда, один закрыт, один только открыт. Идет служба сейчас.
а второй почему-то закрыт. Все, ребята, я ухожу. Меня даже вышли проводить. Вот, вы увидели или нет? Просто вот этот момент, когда ты с утра просыпаешься, сходила, погуляла, приходишь, к тебе так аккуратно подходит. Я на тебе налить чайку? И ты так... Нет, Вадим, я дальше пойду. Так, ребята, какие-то голуби летают, я чувствую себя реально. Короче, я проходила магазин и решила зайти сейчас решить вопрос с едой, чтобы в течение дня на это уже не отвлекаться. И мне пришла гениальная идея. Я хочу совместить 2 продукта и наесться на 3 дня вперед. Как будто бы мне это показалось хорошим вариантиком. Короче, сейчас мы с вами будем делать блюдо столетия. Ну а что? Это вообще супер вариант для паломничества, мне кажется. Так. Идеально, ничего не размешалось. Еще раз попробуем. Супер! Это я вообще, господи, мне за это премиум такую разработку дадут. А вы что думали, паломничество? Это в спа-отелях жить и... Ох, боже. И в ресторанах питаться? Вообще, когда я нахожусь в каком-то отеле, типа вот этот момент, когда ты идешь на все включено, думаешь, блин, как скучно, вот бы сейчас был в лес, на горелке кашу готовить. А сейчас я думаю, Господь. Ну, я сейчас ничего не думаю. Я хотела мысль, то, что типа человек такое существо, что баланса не может найти. Ну, жопа. Не очень мысль. А йогурт тоже очень. Вы вообще знали об этом? Я нет. Пишите, какого вида народ меня смотрит. Какой вы марки. Короче, я все, уже не хочу. Я выпила, блин, не знаю, 2 миллилитра, и меня затошнило от еды. Мой организм сказал, ты куда? Сегодня же планируется много солнца. Мы же питаемся только энергией. Ржу. Все, в общем, я сегодня иду по асфальту. Сейчас идти в сторону Радонежа по навигатору 6 километров. Меня это вообще очень сильно радует. Я прям заново родившаяся, вчера заново постиравшаяся. Вы посмотрите, сколько идей для вашего жизни. Я в шоке. В общем, в Хотьково вообще есть чем заняться. Действительно, тут супер интересно. Приезжайте все в Хотьково. Я уже почти дошла до Радонежа, но идти по дороге очень шумно. Я понимаю, что я выбираю одно из 2 зол. Блин, я сейчас или очень ору, или вы вообще меня не слышите. Как бы или я буду с сухими ногами, но с проезжающими машинами, либо я буду с сырыми ногами, но идти в тишине. И если 4 дня я практиковала второе, то сегодня я решила все-таки попробовать первое. Ну или там местное поменять, короче, я не поняла уже, что сказала. В общем, на улице очень жарко. История о том, как я вышла в -1 и прихожу в +24, я это вообще на всю жизнь запомню, мне кажется. Фух, собираем себя, как говорится, let's go заново! Блин, ребята, это какой-то Jingle Bells. У меня сбился навигатор, ну типа не показывает, где я нахожусь, а это в моем случае крах, потому что показывает, что я уже прошла Радонеж, куда я сейчас иду, но указателей не было, типа это не какая-то объездная дорога, я должна была зайти в город. И я, конечно, сейчас продолжаю идти прямо на свой страх и риск, потому что если я его уже прошла, то мне придется возвращаться. Времени, если что, 11 утра. Я сейчас вдалеке увидела какую-то церквушку, храм как будто бы стоит. Я иду к нему. И если это не то место, которое мне нужно,
То бишь и пропал на сегодняшний день, реально. Все, ребята, вышла на новый левел, я точно не пропаду. Я без карт, по прямой дороге. Тут сложно, да, было куда-то свернуть. Дошла до нужного места назначения. Добрый день. А я бы хотела поставить печать. Спасибо вам большое. Фух, короче, спасибо, Радонеж, село. Так смешно, что до Сергиева Посада на машине осталось ехать 20 минут. Меня это веселит, не знаю, как вас. Здесь, рядом с храмом, еще есть достопамятство. Это дуб Сергия Радонежского. Но на этом месте якобы был посажен дуб с Сергием. Но потом он сгорел, и посадили новый дуб. И сейчас там, ну, как бы маленькое очень дерево, до него идти там тоже в районе получаса. И я решила уж, как бы, если оригинальность не сохранена, то не идти, а двинулась сразу же в сторону этнопарка. Господи, задыхаюсь от эмоций. Я вчера закрываю глаза, засыпаю, и передо мной просто вот это вот, знаете, когда я стою, выбираю маршрут, куда идти, а маршрута нет. Ну, то есть вот это вот типа водное. И я вчера засыпала с этими картинками леса, и я вспоминала, как просто я там вступаю в это болото, а оттуда выпрыгивает лягушка. Потом я куда-то иду, а лягушка наоборот на меня прыгает. Ну, типа, это реально болото. Я вчера увидела ребенка лягушки. Ну, это типа не головастик уже, а вот типа микро-микро жабка. И она прыгает на мою обувь. Я такая думаю, господи, как я вообще тут оказалась? Так что как будто на трассе я чувствую себя более комфортно. Как бы это сейчас не звучало. Села отдохнуть в придорожной беседке. Простите меня, но я выкинула этот высранный йогурт с мюслями. Надеюсь, дети в Африке не очень-то от этого. Фу, мне аж плохо стало. Вот указатель, этнопарк. Сворачиваем, идем 3 километра еще по дороге. Откатываюсь от того, чтобы меня подвезли. Мне говорят, да 10 километров осталось. Кто тебе навязал, что это твой путь? Можно уже доехать. Я говорю, нет. Я борец. Я, кстати, вам не показала. Я когда была на Африка Дворе, там есть такая традиция давать что-то на память. Маленькие какие-то сувенирчики друг другу. Ну, просто как бы обмениваться какими-то ресурсами. Зачастую это там еда, батончики, потому что нам этого не хватает. Но рядом с нашей палаткой были женщины, просто невероятные. Я про них, по-моему, кстати, рассказывала во влоге. Если кто не смотрел, не смотрите, там не очень хороший влог получился. В общем, они в конце решили подарить маленькие брелочки нам. И на каждом из брелков было название. На английском слово какое-то. И сначала не я достала брелок, и там выпал боец. Barrier, если я правильно перевожу. И потом достаю я, и у меня снова боец. И она говорит, я такая, типа, ну, типа, хотела что-то другое. И она говорит, да, что-то, типа, это, сломалась матрица, давай еще раз. Я снова беру этот брелок, и у меня снова боец. Я говорю, блин, может, у вас там нет других названий? Она говорит, нет, все, это точно не твое, ты не боец. Такая, говорит, я тебе сейчас сама дам. И дала мне брелочек, он сейчас у меня висит на рюкзаке. Вот металлический, я не знаю, там видно или нет, там такое сердечко. И написано Твики. Это как типа путешественник, типа такой какой-то. Ну, я вот тут вот точно перевод напишу, если я сейчас неверно что-то сказала. И она говорит, вот ты вот этот, типа, ты, возможно, и боец, но тебе нужно быть вот этим. Так что я иду до конца, я сдаваться точно не привыкла. Я знаю, что может быть сложно, но я знаю, что все всегда временно. Слушайте, я нашла название для своей жизни. Мне кажется, что моя жизнь — это парк приключений. Как вам такое? Видите вот эти вот горки, да? Они, конечно, не очень-то сильно меня радуют, но как будто выбора другого нет. И мы почти что доходим до второй точки. Смотрите, какое небо красивое. Ребята,
Вот я, вот этнопарк, вот село Морозово. Я вышла от 0-го километра и дошла, походу, тоже до 0-го. Пацаны, не засирайте меня в комментариях, если это не 0-й километр. В моем понимании это 0-й километр. Так, ребята, для всех, кто идет с палатками, идет, существуют кемпинги. Я их не освещала до этого момента. Тут увидела табличку, решила сказать, что можно идти с палатками по дороге, останавливаться, ночевать, находить какие-то под это оборудованные места. Тут происходит какое-то мероприятие. Извините, а кто-то будет комментировать вертолет с лошадью? Так, мне нужно было поставить в кассе, но попробуем зайти в кафе, может быть, тут есть какая-то информация. Все, ребята, пришлось отвлечь организаторов мероприятия для школьников, чтобы мне поставили печать. Сейчас иду до симхоза, там Сергиевский храм. По навигатору показывает идти 5 километров. Прошла половину пути. Муха залетела. Не успела рот открыть. Ребят, вы когда-нибудь вообще видели такое? Это вот как бы почки, а вот-вот-вот прям сам расцвет. Это моя дорога, как оживание природы, про то, что я говорила. Это просто невероятно. Типа вот, ой, где же фокус, где же фокус? Ну, короче, вы поняли. И у меня снова вообще не ловит локейшн. I don't understand вообще, где нахожусь. Но есть пока дорога, иду прямо. Как мне в каком-то из храмов сказали, когда я пришла, такая говорит, да к вам вообще нет дороги. И сказали, дорога всегда есть. Ее всегда осиливает идущий. А уж какая она, не тебе решать. И я так, нет. И ушла в себя. Иду я такая по сухой дорожке, никого не трогаю. И тут смотрю, выход и вход со стрелочками. Нет уж, спасибо. Я на эти уловки больше не поведусь. Дорога вот такая вот. И пофиг, что она длиннее, и пофиг, что по ней не ходил никакой Сергий. Хотя кто знает, вот эта дорога-то в Лавру ведь проложена уже не им. Он просто из точки А до точки Б дошел. Иду, короче, размышляю, что у меня критический запас воды. 2 миллилитра осталось. Я в симхозе. Подходим к храму. Ставим ласт печать. И идем до финальной точки. Времени 3. Ох, ребятушки, я на базе. Меня, конечно, очень впечатляют вот эти вот горы снега и плюс 25. Идем добывать трофей. Ту-ду-ду-ду-ду. Ту-ду-ду-ду-ду. Ту-ду-ду-ду. Ту-ду-ду-ду-ду. Прикиньте, я могла напрямую идти в посад. Это было 5 километров. Эх, ну что, ребята, грустно, конечно. Ни водиться, не спиться, ни печати не поставить. Зато я открыла навигатор, и до Лавры осталось 5 километров. О, плечо хрустнуло. Хочется пить. Сильно уже. Причем, чтобы вы знали о моей выдержке, я вот это вот не допиваю, потому что я понимаю, что могут быть какие-то экстренные ситуации у окружающих, там, у прохожих, или там у меня, когда глоток воды очень много может решить. И вот у меня почему-то есть такая привычка, как бы не хотелось пить, последнюю каплю я никогда не допью, мне всегда остается. Вот такая история. Ну, потому что я этим сейчас точно не напьюсь. А, возможно, в какой-то из случаев кому-то помогу. Посмотрите, я прохожу какой-то театральный ковчег, какой-то дом культуры. И выхожу на финишную прямую. Что вообще такое? Кто-то может мне объяснить? Непонятно. Перебегать типа?
Спасибо. Короче, я походу захожу в город, потому что сейчас вот это перешла объездную, и следующее уже я вижу дома, и походу я в Посаде. Не знаю, у меня какие-то такие еще не распакованные ощущения, как будто бы вот это вот мое состояние, ничего, и все, и все. Find my way to you. Yeah. I want to find my way to you. You, my love. There's so many people who say that they won't when they will. I could use some motivation, but I know how I feel. Ой. Что-то я ждала каких-то, знаете, тут оваций. Ладно, шучу. Еще времени без 13 минут. Совсем неровное число, чтобы пробил колокол. Офигеть. Ой, как хорошо. Я даже в центр не могу зайти. Как будто это для меня, знаете, типа сделали овацию. Здравствуйте. Я к вам за печатью, наверное. Да. Да. Клячина. С Красной площади. А вы сами откуда с Москвы? Нет, с Пермского края приехала. Пермский край. Я хочу поехать летом в Пермский край в поход. Ура, Или в приезжайте. Сплав. Я тоже сплав хочу. Вы оттуда, да? Как вы думаете? Чайковский. Это на камень, да? Да. Какие названия? А, вот файл. Я очень счастливый человек. Я очень сильно хочу, чтобы все люди были счастливы. Сегодня я весь день иду и думаю над фразой, которая откуда-то в моей голове, о том, что не важно, что тебе дала эта дорога, важно, что ты ей дал. Ребята, у меня иссякли силы на вотер. Я взяла монастырский квас. Это, знаете, как пиво после забега. У меня будет монастырский квас. Какая жизнь прекрасная. Вы не представляете. Спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Буду рада читать ваши комментарии и видеть очень много лайков. Я сейчас пойду заселяться, встречать свой день рождения. Но, как говорится, не важно, сколько тебе лет, а важно, сколько ты прошел дорог. Я вас всех обнимаю. Я так люблю эту жизнь. Ребята, капец. Просто я такое пережила, вы вообще не представляете. Блин, ребята, это будет самый какой-то невероятный по скрипту ever. Я не знаю, зачем вообще что-то это случилось в моей жизни, зачем вообще произошел этот мув. Короче, я заранее, как я вам говорила, забронила апарты, потому что мне было важно там стирка, автономность, вот эта вот вся история. Я вообще не рассматривала отели, гостиницы.
И, короче, вот спустя вот это вот все, что сегодня произошло, я подхожу и звоню, чтобы мне скинули код, а меня просят залог. Я скидываю залог, мне присылают код, я его ввожу, а он не подходит. Я звоню по телефону, а я в ЧС. Вот, типа, мои панические исходящие, когда я просто набирала каждую секунду, потому что у меня вызов тупо не проходит. Я, короче, в панике, у меня 2% на телефоне, ДТР там, типа, остается 5 часов, я вообще не знаю, что делать. Я пишу агрегатору, на котором я бронировала, в поддержку, и мне говорят, мы вам сейчас предлагаем альтернативный вариант, и они говорят, все, типа, вот, идите в отель. Мы сейчас, ну, типа, все, короче, вам не нужно доплачивать. Я открываю этот отель, это, оказывается, самый лучший отель в городе, но там не номер, там реально палата какая-то. Там лакшери плюс премиум дизайн Pro Max. Короче, я такая, типа, чё? Я думаю, настолько все к лучшему. В итоге у меня там уже 1%. Я такая думаю, блин, я так не хотела в отель, но в этот, ладно, можно. Я, короче, начинаю идти, и тут мне звонит менеджер апартов, и такой говорит, мы вам скинули, типа, не тот код, вот мы обновили замок, идите, типа, заселяйтесь. И я такая. И в этот момент просто сейчас я вообще поняла всех пацанов, которым, знаете, у которых, типа, появилась надежда. Они такие, а потом говорят, нет. Вот у меня сейчас так жестко упал, я не понимаю просто, типа, что сейчас вообще произошло. Типа, вот как я сейчас должна себя чувствовать. Я очень рада, что я заселилась и не ночую на улице, но, типа, туда ли я в итоге заселилась? Блин, это невероятно, это что-то невероятное сейчас произошло. Мне типа смешно и плакать хочется. Как будто бы... И так уж длинный влог получился. Все, давайте. Faster than you like. It's over and that's the end. Faster than you like. It's over and that's the end. It's over and that's the end. Oh, I want to find my way to you. Yeah, baby. Oh, I want to find my way to you. Gotta find my way, baby. I don't need a reason to say what I want when it's real. If I see you acting patient, you never know your last meal.